Всем привет! В эфире следующий выпуск исторической разведки. Сегодня мы поговорим об абадзехах. Это субэтнос черкесов, второй по своей численности после шапсугов, проживавших в горном районе Краснодарского края. Население их составляло около полумиллиона человек, по предварительным таким оценкам. И на сегодняшний день большая их часть живет за рубежом. То есть это 500 000 человек в Турции, определенное количество анклавов в Израиле, в Иордании, в Сирии. А в России они компактно проживают в Шапкиновском районе отдельными аулами, ну и точечно там по Адыгее. Проживали изначально абадзехи на территории, ограниченной реками Супс, это между Афипской и Горячим Ключом, и с востока река Белая проходила их границы, Белая и Курджипс. А с севера эти реки, впадавшие в районе современного водохранилища, ограничивали географически. Там проживали бжедуки и проходила граница между бжедуками и абадзехами. С южной стороны, соответственно, это был южный склон Кавказских гор, Большого Кавказского хребта, чуть южнее Лаганак. По свидетельствам современников, именно проживания абадзехов на этой территории, они проживали очень компактно, очень плотно. То есть бассейны рек Белой, Курджипса, Псикупса, Пшиш и Пшиха, они практически полностью были заселены сплошными поселениями, сплошными аулами, перемежавшимися только вот с небольшими садами черкесскими, то есть знаменитые яблони и груши горных сортов. У абадзехов княжеских родов не было, то есть князей, самые Пши. У них были, скажем так, дворянские роды, общее количество составляло около 80 родов. И управлялось общество советами, то есть общими собраниями, храблями. Свое название, по одной из версий, абадзехи берут от, скажем так, фразы, которая в переводе означает «нижние абхазцы». То есть по одной из версий исторических считается, что абадзехи появились как таковые из Абхазии изначально. То есть в средние века, когда-то они перешли через Кавказский хребет, поселились на территориях тимиргоевцев, это в современном в районе Обширонска, так называемая поляна Туба, которая считалась у них священной и считалась самым первым местом, куда пришли предки абадзехов как племени. Эта теория, в общем-то, сочетается в принципе с теорией абхазского происхождения крупнейших поздних племен черкесских, тех же бжедухов, шапсугов, которые в свое время выходили из Абхазии и смешивались с местным населением, именно адыгейским, черкесским. Абадзехи были очень воинственным племенем, все соседи довольно-таки боялись их, потому что для многих, особенно нагорных абадзехов, живших именно в верхней части, в горной, скажем так, сельское хозяйство не приносило таких плодов, как набеги. Соответственно, они занимались преимущественно именно набегами. Страдали от них их соседи, это в первую очередь бжедухи и шапсуги, с которыми они постоянно сражались и постоянно расширяли территорию на северо-запад. Поскольку первоначально, допустим, в средние века большинство вот этих территорий, бассейнов рек, кроме горной части, принадлежало бжедухам. То есть с каждым столетием они все больше и больше в процессе войны отодвигали границы бжедухских к северу. В 1837 году царский генерал Блумберг зафиксировал описание абадзехов, я его процитирую. Ранее абадзехи населяли снежные горы Западного Кавказа, но поскольку их численность беспрерывно возрастала, они с течением времени спускались с гор и усиливались за счет захвата людей, которых они обращали в своих пахарей. К ним прикнуло также большое число беженцев из других племен, в частности, это из кабардинцев, из Крыма даже некоторые перебегали, некоторые из Абхазии приходили. В результате чего произошло такое смешение народа, что ныне только их дворяне являются подлинными абадзехами. Никакой религии у них, собственно говоря, и нет. Они употребляют в пищу свинину, хотя многие абадзехи исповедуют ислам, их веру не назовешь крепкой. Они очень гостеприимны по отношению к своим друзьям и готовы пожертвовать для них всем. Среди абадзехов проживает много русских, пленных и солдат-дезертиров. Также, собственно говоря, современники некоторые описывали абадзехов следующим образом. Абадзех свободен, не терпит другой власти, кроме обычаев, беден, но храбрый. Нищета, оружие, любовь к буйной свободе – вот наследие от отца к сыну приходящее. То есть мы видим описание такого скудно живущего горного народа, довольно такого, скажем так, бойкого, наиболее пассионарного, что ли, среди всех черкесских племен. Говоря о географии их проживания, вот эта горная география, она накладывала свой отпечаток
То есть, во-первых, само хозяйство у них было понятно, что это в основном стада, выпас скота, там, из того, что, по крайней мере, имелось. А основные их пути проходили по вершинам горных хребтов, и вдоль них, естественно, было довольно густое население. В частности, это хребет Пшав, хребет Котх, который вот проходит южнее Горячего Ключа, и через дороги, проходящие к морю, пересекают их. Это вот Гойцкий перевал, Дифановский перевал. Скажем так, настолько они были заселены, эти места вдоль хребтов этих, что вот внутри черкесского общества их как бы условно называли мессиром, или что в черкесском языке означает Египет, то есть такой местный египетская долина. Стоит также отметить, что довольно густое население проживало вокруг Горячего Ключа на самой речке Псикупс, но об этом я чуть-чуть ниже скажу. Что касается речки Курджипс, то сама вот эта река, она была настолько густо покрыта растительностью дикой, такой труднопроходимой, что здесь, как считалось, жили самые дикие абадзехи, самые такие вот воинственные. И сюда, как правило, ссылали пленников. То есть абадзехи всех с пленников своих ссылали туда, именно они там проживали на этой речке, охранялись, потому что оттуда было очень сложно сбежать. В частности, барон Торнау, известный персонаж, о котором мы расскажем в отдельном выпуске, он когда-то 2 года в плену провел именно вот на Курджипсе. Также стоит отметить всем известное плато Лаганаки, оно активно использовалось белореченскими абадзехами для выпаса скота. И было настолько популярно, вот эти альпийские луга для выпаса лошадей, скота вообще любого, что им даже пользовались в какое-то время убыхи, которые вот южнее жили вот в Сочинском районе, они переходили через перевал и потихонечку переселялись, занимая урочища хамышки, называемые. То есть вперемешку с абадзехами они жили, и абадзехи считали их близкородственным племенем. По поводу Псикупса и окрестностей Горячего Ключа есть такое описание современников. Значит, историк Дьячков Тарасов описывал его так. Из минеральных вод в Абадзехии большой славой пользовались псикупские, псифабы. Сюда свозились на арбах больные и раненые черкесы. Здесь под руководством горских врачей они проходили короткий, но энергичный курс лечения. Кроме серных горячих вод, дававших до 30 тысяч ведер в сутки, близ псифабы существовали и эксплуатировались горцами и соленой-йодо-бромистые и углекислые соленые источники. Близ местечка Горячий Ключ еще сохранились следы обширного поселения. Историку пришлось беседовать с одним из жителей этого селения, и он жаловался, что проезжавшие на воды больные разоряли местных, потому что по черкесскому обычаю гостю отказать нельзя было в приеме и содержании, а и гости поэтому не переводились в течение круглого года, так как водолечебный сезон он вообще не прерывался ни зимой или летом. И близ источника Горячих Ключей было вырыто несколько ям, куда по очереди больные опускались, затем их обертывали в бурки и несли в сакли. Серную воду также принимали внутрь. И по словам старых абадзехов, воды в большинстве случаев излечивали ревматизмы, кожные болезни и раны. То есть в Кавказскую войну очень активно использовались горячеключевские источниками, черкесами для лечения раненых. То есть там свозились в массовом порядке. Именно поэтому по направлению реки Псикупса к морю, Туапсе, и уходили абадзехи во время войны, отступая к морю уже во время переселения в Турцию, скажем так. По поводу внешности абадзехов есть заметки современников, очень качественно характеризирующие. Внешность абадзехов очень привлекательна. В большинстве случаев выше среднего роста, очень стройны. Даже между стариками не приходилось заметить ни одного толстяка. Плечи отличаются шириной, талия перехвачена ремнем тонкостью. Волосы они коротко стригут, некоторые бреют их. Летом большинство бреет головы. Бороды стригут молодые очень коротко. У одного из щеголей даже приходилось увидеть машинку для стрижки. Старшие же отпускают бороду длиннее, а малу считают за необходимость носить большую бороду. Черты лица, в общем, приятные, приятные, крючковатых носов не приходилось встречать. Часто встречают серые голубые глаза, но при этом блондины редкость. Женщины миловидны, особенно из-за сословия дворянского, орков. Белизна кожи красиво оттеняется тонкими темными бровями, глаза красивой овальной формы и не отличаются величиной. Походка мужчин и женщин легка и быстра. Абадзехи отличаются ловкостью в работе и езде верхом. Такой отзыв от них слышали даже от соседей из алабинских казаков, которые их очень хвалят. В последние годы, уже с приходом русских, стали они направлять своих, скажем, детей в школу. До этого сопротивлялись, скажем так. И поскольку впоследствии познали, что школа, в общем-то, полезна для них, то есть началось такое соревнование среди дворян, кто, в общем-то, лучше устроит своего чада, свою школу русскую. Абадзехи, по словам авторов,
классических, напоминали, ну как их называли лесные люди, напоминали индейцев Купера. То есть у них было множество условных знаков, условных криков, свистов. Отличались они необычной чуткостью, ловкостью в преследовании добычи и мышечной силой. Зачастую в одиночку ходили на охоту за зубрами, барсами и медведями. И, ну, и как бы автор говорит, что без сомнений, что мальчик, выросший в подобной охотничьей боевой обстановке, сам становился отважным охотником и опасным воином. Что касается гостеприимства абадзехов, тут тоже стоит отметить, что у них было принято, даже у самого бедного абадзеха стоял отдельно домик, в котором было все самое лучшее, что у него было. То есть это гостевой дом, там сам он не жил, там жили любые вот гости, которые приходили через территорию и которым нужен был приют. То есть любой мог постучаться к нему в дом, он обязан был приютить его по законам черкесским. И описание вот даже этого барона Тарнау, который как шпионил там среди черкесов, говорят о том, что даже зная, что он враг, как вот русские, когда его уже распознали, они все равно его приютили, и он у них жил как гость. И только после этого как бы он попал в плен. То есть его почетное пленение такого рода было. Но пока он был гостем вот в доме того человека, который его приютил, его не имели права, даже вот сами абадзехи, его схватить и пленить. Как я уже говорил ранее, значит, устройство политической жизни у них было не такое, как у соседей. Князей у них как таковых не было, были только дворянские роды, как те или иные. Как бы они чуть больше выделялись, чуть меньше, но так скажем, политическая сила была у них равная. И народ, в общем-то, был демократически устроен. Когда происходили волнения в Черкесии, о которых мы неоднократно говорили в предыдущих выпусках, войны между аристократами и простыми людьми, абадзехи тоже вовлеклись в эту войну, поскольку у них было несколько родов, которые, ну, как бы, видя, что ситуация развивается таким образом, попытались захватить власть, стать князьями. У них это ничего не получилось, их волнения вот этих вот родов были довольно быстро оккупированы. И итогом стало то, что сами дворянские роды в Абадзехе, они потеряли авторитет. То есть во время вот этих общественных собраний их слову стали меньше доверять. Как говорили вот именно старцы абадзехские, что демократическое устройство внутри абадзехских племени, точнее, абадзехского, оно было настолько сильным, сильнее, чем у всех других соседей, что любые попытки как-то вот попытаться захватить власть, они не встречали, скажем, приветствия среди народа. И тут же пресекались. Таким образом, общие собрания, они имели при этом рекомендательный характер, то есть власть вот среди людей, она определялась обычаем, адатами. И только в 1941 году, когда уже вот шла активно Кавказская война, и когда с востока, из Чечни стали присылаться в Черкесию различные эмиссары, они сумели внедрить, скажем так, законодательную власть на уровне шариатских судов среди абадзехов. Эти суды имели довольно большую власть, большую, чем сами обычаи. Кавказская война, соответственно, не обошла стороной и абадзехов. Если начать говорить издалека, сама их воинственность, она предполагала, что они так или иначе столкнутся с Россией рано или поздно. Надо заметить, что довольно большое количество событий происходило в землях абадзехов. В частности, вот мы говорили о событиях 1929 года после русско-турецкой войны, когда Турция пыталась поднять черкесов против России. И когда вот турецкие эмиссары путешествовали по черкесским землям, там поднимали. В том числе был такой Джамбулат Айтек Балатоко, один из абадзехских князей, вот дворян, да, которые активно участвовали в войнах, набегах, в том числе на российскую сторону. И до того дошло, что, объединяясь с соседними племенами, они, делая набеги на Россию, вызвали ответную реакцию. Был такой генерал Зас, который известен у черкесов как собиратель черкесских голов. Он собирал действительно черепа, головы, вывешивал их там на заборах. И по сей день черкесы это помнят и не очень-то любят этого персонажа. Именно он в ответ на эти набеги совершил экспедицию в земли абадзехов, прошел с огнем и мечом по Белой, по Пшехе, по Лабе, повырезал там более 100 деревень
вынудив горцев отойти вот в горы, да, и даже доходило до того, что горцы, у них заканчивалась еда, потому что в Абадзехе, в общем, в горные, и так были проблемы с пищей всегда. Горцы выходили к российским войскам, пытаясь выменить, даже целыми табунами лошадей выменивали на пропитание, на провиант полноценный, с которым можно жить в горах. Впоследствии, в 1941 году, генерал ЗАС, дабы пресечь вот эти нападения, он с боем продвинулся вглубь абазекских земель и продвинул линию обороны с Кубани, крепости вот эти вот, с Кубани на Лабу речку. То есть так было положено начало, допустим, Белореченску, это крепость Белореченская, Майкопу. Именно в урочище Майкоп была построена первоначальная крепость, которая потом была перемещена на 15 километров на место уже современного города. В 40-х годах началось активное движение со стороны Востока, из Чечни стали присылаться Шамилем различные муллы, наибы точнее, которые пытались организовать общечеркесское сопротивление России. Как правило, они оказывались в Абадзехе и как бы начало своей деятельности вели именно из земель абадзехских. Но однако первое время это не очень у них получалось. Первый наиб Хаджи Магомед в 1842 году присланный начал объединять это сопротивление и совершил несколько набегов на Землячукскую и Лабинскую линии. Но как бы набеги эти не увенчались особым успехом, и через несколько лет он умер. После чего в 1945 году Шамиль уже прислал второго наиба, Салимана Эфенди. Но он не оправдал надежд и уехал обратно в Чечню, но ничего не вышло. И абадзехи, оставшись, скажем так, без вот такого внешнего покровительства, начали сдаваться. То есть довольно большое количество вот этих обществ, они пришли с мирным договором к российским властям и, в общем-то, вроде бы как примирились. Но так происходило всего недолгий срок. В 1948 году появилась у абадзехов такая очень известная личность, Магомед Амин, который... он довольно сильно повлиял на дальнейшую судьбу Абадзехи. Человек этот был довольно необычный, весьма энергичный такой. Взялся он за дело довольно плотно. Объединив абадзехов, он устроил такую определенную реформу внутри Абадзехи, ввел эти шариатские суды, законодательную власть полноценную, начал собирать соседние племена в такое общечеркесское сопротивление. Магомед Амин отличался тем, что он не просто у абадзехов, скажем так, вводил эту власть и какие-то союзы составлял. Он, в общем-то, с мечом и огнем заставлял черкесов собираться в одну какую-то массу сопротивления. То есть он активно нападал на натухайцев, на шапсугов, заставляя их присоединиться к вот этому союзу антироссийскому. Вот эти волнения, происходившие у шапсугов и натухайцев, которые, как я рассказывал в прошлых выпусках, как бы передвигали их то в одну, то в русскую сторону, то в сторону сопротивления за независимость борьбы. Он вот именно тех сомневающихся постоянно их рубил, избивал, всячески там нападал на них. Довольно был такой жесткий человек. Все это привело к тому, что Магомед Амин, он как участник такого общечеркесского сопротивления стал основным переговорщиком с русскими войсками, и его действия в итоге привели в общем-то, к поражению полному черкесов и полному их выселению, потому что его такая позиция жесткая по поводу отсутствия всяких сношений у черкесов с русскими, наказание их за сношения с русскими, такая стопроцентное сопротивление в борьбе за независимость, она привела к тому, что очень многие черкесы довольно поздно поняли, что уже назад пути нет. В итоге все это привело к тому, что к 1956 году, в самый разгар вот этих вот военных действий, он столкнулся с другим наместником Турции среди натухайцев, это натухайского происхождения черкесом, Сефербеем, о котором мы говорили в выпуске про натухайцев. Сефербей, он как бы сумел объединить вокруг себя тех, кто выступал за присоединение к России среди натухайцев и шапсугов. И у них произошла такая довольно кровавая стычка, в результате чего их вызвали обоих в Турцию, Сефербея и Магомед Амина. И Магомед Амина в итоге сослали в Дамаск, его наказали за саму эту стычку. Абадзехи в итоге лишились своего лидера.
А Сафербей, он ушел от ответственности, он как бы уклонился от исполнения обещаний с своей стороны не вступать в стычки с абадзехами. Однако Магомед Амин в 1957 году сумел сбежать и вновь появился в абадзехских землях. Но пока он находился вот в этой ссылке, произошли изменения. В 1957 году уже активно было построено и использовалось Майкопское укрепление, по Лабе начали строиться укрепления. То есть линия глубоко продвинулась в абадзехские земли, и как бы сопротивление здесь обломилось уже. В итоге 20 ноября 1959 года окрестные общества, ближние к Майкопу, абадзехские, покорились русским, и сам Магомед Амин торжественно присягнул на подданство России. С падением в 1961 году Чечни и Восточного Кавказа, когда все основные боевые действия переместились на Кубань, все несколько ускорилось. Генерал Евдокимов начал продвижение вглубь абадзехских земель, то есть постоянными стычками, с беспрерывной войной отряды русских проходили по берегам Белой, Пшихи и Пшиша, вырубались просеки через эти густые леса и полностью выжигались вот эти деревни вместе с садами, как бы выдавливая население к горным хребтам на юг, к морю. В то же время происходило такое же движение и по центральной части, по Псикупсу, где абадзехов по долине Псикупса выдавливали вместе с шапсугами к побережью. К 1962 году войска подошли уже к Апшеронскому району, вот сам Апшеронск был основано укрепление, и здесь часть горцев, значит, приняла решение переселяться на Кубань, туда на плоскость общую, а большая часть выселяться на юг. Они уходили через Хадыженск, через Гойский перевал на Туапсе. При этом им, значит, царскими войсками был поставлен ультиматум: либо вы переселяетесь, да, соответственно, либо до 1 февраля 1964 года вы должны полностью покинуть пределы вообще Российской империи. Есть довольно нелицеприятные описания этих переходов, когда войска российские шли уже по территории через Хадыженск, через Гойский перевал на юг на Туапсе. Зимой шли в очень плохую погоду, там практически замерзали эти люди. И параллельно уже практически сдавшиеся абадзехи, они массами, там, старики, дети, женщины, там, все они шли через этот перевал зимой, умирали массово там, от болезни, от холода, от голода. Сами солдаты, в общем-то, довольно жалостливо относились к ним. Там доходило до того, что они там за кусочек хлеба там таскали солдатам огромные бревна на растопку этих костров, с детьми вместе с женщинами. Вот эта вот вся процессия потихонечку перебралась на южный склон, в Туапсе, где они активно выселялись, там буквально за совершенно гроши скупалось посредниками вот имущество горцев, лошади, там, вот эти все одежда. Там. Они это все продавали для того, чтобы расплатиться с турецкими галерами, чтобы их вывезли оттуда. Есть так описание интересное горцев. Вот такой случай. Значит, один из абазехских воинов, прекрасно вооруженный и с хорошим конем, в течение нескольких дней искал покупателей для своей лошади и оружия. Наконец, встречая везде низкую оценку, обратился он к русскому офицеру. Тот предложил все свое серебро за его имущество, около 20 рублей. Сосчитав деньги, Абадзех горько улыбнулся, возвратил их офицеру, затем, вскочивший на коня, бросился в море. Долго плыл на глазах всего рынка борец с волнами, пока не скрылся под водой. То есть, тут говорится о том, что они, как бы, настолько отчаяние было в них, там, вот в этих рядах такой упадок, что они готовы были бросить все, лишь бы уплыть в Турцию. Но некоторые, собственно говоря, честь не позволяла, и они готовы были погибнуть, но не сдаваться, не отдавать за дешево. Что еще можно сказать? Про абадзехов. Единичные отряды скрывались в горах еще в течение 2 лет. Поисковые партии военные их вылавливали из этих ущелий. Очень многие сдавались в итоге, так приходили сами, сдавались, уходили на Кубань, уходили во все сбруи, что называется, в Турцию на кораблях. Многие из них, кстати, стали довольно крепкой частью армии Иордании, короля Иордании. В итоге от 4-миллионного населения к 1965 году на Западном Кавказе осталось около 60 тысяч человек, которые были поселены в разрозненные станицы и окружены казачьими поселениями. Остальные процессы, в общем-то, происходили у них так же, как и у натухайцев, так же, как и у шапсугов, то есть поселенные на территории Адыгеи равнинной,
там, где проживали ранее равнинные абадзехи, они очень долго смущались по поводу там, тех же налогов, по поводу службы в царской армии. Вопросы, по сути дела, стояли те же самые и впоследствии вызывали дополнительные волны переселения в Турцию. Но возвратилась, в общем-то, единицы. Возвратились, и вот те поселения, которые сейчас есть в Шапкиновском районе, там около 5-6 тысяч человек, они и так и остались. На сегодняшний день сам даже диалект абадзетского языка, он уже исчезает, уступая место литературному адыгейскому, и его знают в основном только сами старцы. Ну, как бы в памяти, вот, единственное, что осталось, что народ этот воинственный был, и, в общем-то, считался он самым среди черкесов таким буйным. Да, сами черкесы называли адзехов горцами, а мы их называли горцами, русские. Соответственно, они считали горцев абадзехами. На этом все. В дополнительном выпуске мы поговорим о Магомед Амине, о бароне Тарнау, который путешествовал в абадзехских землях. А более большой выпуск следующий сделаем про бжедухов. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.